Тема 18 лекции – кватернионные преобразования Лоренца для полей. План лекции будет следующий. Вначале мы разберем кватернионные преобразования в наиболее общем виде для полного CDiона 16-компонентного. Затем в качестве примера мы разберем применение данных преобразований для потенциалов электромагнитного поля, а затем и для напряженности электромагнитного поля, то есть электрического поля и магнитного поля. Итак, рассмотрим полный CDiон, вот этот V с волной, который состоит из 16 компонентов, 4 скалера и 4 вектора. Вот абсолютный скаляр, временной скаляр, пространственный скаляр и пространственно-временной скаляр, а также 4 вектора: абсолютный вектор, временной вектор, пространственный вектор и пространственно-временной вектор. Всего 16 компонентов. Давайте мы объединим все наши скалеры в один вот такой сложный скалер, пространственно-временной, где есть 4 компонента. А все вектора мы объединим вот в такой вектор, тоже очень сложный пространственно-временной вектор. Тогда наш CDiон запишется вот в таком виде, в кватернионном, где есть скалярная часть и векторная часть. Преобразование Лоренца осуществляется посредством двух операторов кватернионных. Вот L и L сопряженные. Это мы разбирали на прошлых лекциях. Параметр θ связан со скоростью движения, относительного движения системы отсчета V, и тангенс 2θ равен отношению V к c, где c – скорость света. Также здесь фигурирует единичный вектор m, это единичный вектор в направлении скорости движения систем относительно друг друга, и две, функции гиперболические – косинус и синус. Преобразованный CDiон записывается следующим образом. Исходный CDiон умножается слева и справа на операторы Лоренцового преобразования, и получается преобразованный CDion. Давайте разберем это все подробнее. Если мы в это выражение подставим выражение для операторов и для CDion, то мы получим вот такую формулу. Если мы здесь произведем умножение этих величин, пока формальное, то мы получим вот такое вот длинное выражение, в котором подразумевается клиффордовское произведение векторов. То есть любой два вектора умножает следующим образом. А на b равняется скалярное произведение А на b плюс И на векторное произведение. Если мы распишем теперь вот эту длинную формулу, используя правило клиффордовского умножения векторов, то мы получим следующее выражение для преобразованного CDiона. Вот оно достаточно длинное, но ничего страшного. Если мы в этом выражении теперь разделим скалярные и векторные части с различными пространственно-временными свойствами, то мы получим следующее преобразование. Вот такую группу преобразований. Абсолютный скаляр и пространственно-временной скаляр не преобразуются. Затем пространственный скаляр и временные скаляры преобразуются вот по этим формулам, а остальные векторные величины преобразуются вот по таким достаточно сложным формулам. Однако можно заметить, что эти преобразования, они не совсем однородны. Они разбиваются как бы на две группы. Вот есть, одна группа и вторая. Давайте посмотрим. Можно выделить две группы. Вот первая группа, скаляры не преобразуются, а векторы преобразуются так, что здесь входят только пространственно-временные векторы и абсолютные векторы. А временные векторы и пространственные векторы сюда не входят. Вторая группа преобразований, она, тоже замкнутая внутри себя. Здесь входят только пространственные и временные величины. Абсолютных величин и пространственно-временных величин здесь нет. Таким образом, есть две группы преобразований. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Потенциал электромагнитного поля преобразуется в соответствии с правилами второй группы. Действительно, давайте мы рассмотрим подробно преобразование потенциала электромагнитного поля. На прошлой лекции мы поняли, что для симметричного описания электрических и магнитных свойств нам нужны потенциалы электрические и магнитные. Мы рассматривали вот такой сложный CDiон, где есть электрические потенциалы, скалярные векторы, и магнитные скалярные векторы. Давайте мы перепишем немножко в более удобном виде. Выделим временную часть этого потенциала, скаляр и вектор, и пространственную часть, скаляр и вектор. Тогда в соответствии с нашими правилами, вот с этими правилами второй группы, подставляя сюда
значит, пространственные скаляры и векторы и временные скаляры и векторы, вот из этого выражения мы получим следующее правило преобразования наших потенциалов. Так, электрический потенциал скалярный преобразуется по такой формуле, магнитный вот по такой. Они аналогичны. Электрический векторный потенциал преобразуется вот по этой формуле, а электрический магнитный вот по этой формуле. Если мы в эти формулы подставим значение гиперболического косинуса и гиперболического синуса, вот здесь я их выписал в явном виде, то мы получим те самые формулы, которые известны из общего курса физики для преобразования потенциалов электромагнитного поля. Теперь, а как преобразуются напряженности электромагнитного поля? В наше уравнение напряженности электрического и магнитного полей входит следующим образом, вот в виде такого выражения. Тогда, если мы это выражение подставим в правило преобразования первой группы наших, то мы получим следующее преобразование, что магнитное поле преобразуется вот по такой формуле, а электрическое поле вот по такой формуле. Замечу, что преобразование магнитно-электрических полей, значит, происходит таким образом, что входят исходные и магнитные, и электрические поля. Если мы в эти формулы подставим 5 значений косинуса и синуса гиперболического через отношение v к c, то мы получим известные формулы в электродинамике для преобразования напряженности полей. Вот. Таким образом, заключение. При преобразованиях Лоренца компоненты Сидиона ведут себя по-разному. Компоненты, значит, абсолютный скаляр, абсолютный вектор, пространственно-временной скаляр и пространственно-временной вектор преобразуются по одним правилам, группа первая. А компоненты временной скаляр и временной вектор, пространственный скаляр и пространственный вектор преобразуются по другим правилам. Это группа вторых преобразований. Потенциал электромагнитного поля преобразуется по правилам второй группы, а напряженность электромагнитного поля преобразуется по правилам первой группы. Вот все вот эти вот понятия о преобразованиях и двух групп понадобятся нам в дальнейшем для анализа полей с массой кванта равной нулю, электрического и гравитационного. Более подробно о двух типах преобразований Лоренца и по применению их в электродинамике можно прочитать в статье вот этой «Два типа лоренцовских преобразований для безмассовых полей», опубликованных в 2017 году. Здесь приведена ссылка на эту работу, ее можно найти в интернете свободно. Также эта ссылка будет дана в прикрепленном комментарии. Вот, благодарю вас за внимание. Если у вас будут вопросы или желание обсудить что-то, можно написать мне письмо, используя вот этот электронный адрес. Еще раз благодарю вас за внимание и всего вам доброго.